Ну шо, привет, котовчане. Ну ты подкрался к нам третий месяц лета, то бишь последний. Ну как вы там, успели хоть немножко отдохнуть, я надеюсь. Мне вот, знаете, даже чуть-чуть удалось, буквально несколько деньков, это лучше, чем обычно. Тем не менее, август уже не совсем прям лето-летнее, игровая индустрия помаленьку выходит из спячки. Не то чтобы она жестко спала летом, но обычно летом релизов и обнов гораздо меньше. Да, август полон релизов, как крупных, так и не очень. И сегодня в нашей регулярной рубрике вы увидите, как там обстоят дела в разных уголках далекой-далекой галактики, как бы игрался Секиро в Китае, чё там во Владике, ну и что задумала ушастая бестия Ксалатат, и многое другое. Расскажу обо всем после краткого слова спонсора, как всегда. Если вы хотите поиграть бесплатно в World of Warcraft, но пинать бедного Артаса вам уже надоело, то рекомендую сервер Legion на базе проекта UWoW. Лучшее дополнение, по мнению игроков, с небольшим количеством кастомных изменений, таких как актуализация старых данжей в системе Mythic+, переработка и перебалансировка системы аффиксов, обновление рейда Изумрудный Кошмар и еще много интересного ожидает вас в будущем. Все это на базе Legion, легендарного дополнения, где вас ждет путешествие на расколотые острова гробницы Саргераса, система артефактного оружия, классовые оплоты, а также максимально эпичный и годный сюжет. UWoW существует уже 12 лет, это стабильный и надежный проект. Играй в Легион бесплатно на UWoW по ссылке в описании. Так вот, что мы думаем про Звездные войны? Речь не про последние фильмы, конечно, или про сериалы типа Кал Ита, а про вселенную в целом. Во всех ее проявлениях, хоть киношных, хоть книжных, игровых. С игровыми проявлениями обычно все намного лучше, чем с фильмами или сериалами. Например, серия Battlefront от Electronic Arts немногим хуже классики. Неплохая объективно диалогия о Келе Кестисе, хотя олды предпочитают, наверное, диалогию о Старкиллере, хотя самые трушные олды предпочитают Джедай Академию, а также всякие моды типа Явин 4, Леди Джедай, классика. Так вот, кто-то из старичков, возможно, даже застал такой шутер от третьего лица, как Star Wars Bounty Hunter. Вышел он еще в далеком 2002 году из-под пера на тот момент еще существовавшей LucasArts, именно игрового подразделения на PlayStation 2 и GameCube. Хотя в 2016 году и выходило переиздание для 4-й плойки, в целом игра все такая же недоступная, как, не знаю, ваша школьная любовь хз. Да еще и по возрасту уже старше некоторых моих зрителей кек. Зато уже в этом месяце, а точнее 1 августа, выходит полноценный ремастер похождений Джанго Фетта. На этот раз уже на все актуальные платформы. В ремастере обещают потянуть графику, звуки, визуальные эффекты, поднять разрешение, ну и адаптировать управление. Звучали даже слова про обновление геймплея под нового игрока, но такое незначительное, чай не ремейк. И это настоящий музейный экспонат, в который обязаны поиграть все любители Звездных войн. Сюжетно события происходят до 2-го эпизода, это который Атака клонов, и продолжают историю комикса Джанго Фетт Сезон охоты. Может быть, кто-то такой знает, читал даже. По сюжету мы возьмем под управление знаменитого баунти-хантера еще в начале его пути. По сюжету Джанго принимает заказы от Дарта Тирануса, он же, собственно, граф Дуку, на некого темного джедая Комари Восса. По сюжету охотник за головами схлестнется со многими своими коллегами по опасному бизнесу, заимеет тот самый свой легендарный корабль Раб-1 и станет генетическим прототипом для армии клонов, а также влезет в гадюшник политических интриг республики. В общем, будет заниматься всем тем, чем и должен заниматься не просто мандалорский наемник, а целый Мандалор. Это такой титул, обозначающий его главенство в мандалорской организации. Потому что Джанго это не просто наемник, а ветеран гражданских войн Мандалора, поэтому неприязнь к джедаям у него полностью осознанная. Помимо основной задачи, на локации можно будет и второстепенные цели половить, живыми или мертвыми, да еще и арсенал игроку предоставляется весьма солидный. Врагов можно и гасить с бластера, и с огнемета, травить дротиками, шмалять ракетами, летать на самом ранце. Я такой охуенно важный. Пока топливо не кончится, еще и шлем функциональный. Можно переключиться на первое лицо, воспользоваться встроенным сканером, чтобы среди толпы республиканских граждан обнаружить свою цель. Ну и раз есть полеты, то есть, конечно, акробатика. Кувыркаться в воздухе от выстрелов не только можно, но и нужно. А благодаря захвату цели, Джанго еще и будет красиво поливать противников бластерным огнем с 2 рук. Пресса нулевых окрестила игру однообразной и монотонной, но думаю, что чисто как проект на пару вечерков, в который можно зайти на чашечку-другую старой доброй ностальгии, очень даже заслуживает внимания, тем более, что текст игры полностью переведен на русский, так что и особым любителям легенд в лоре должно быть интересно.
Ну и раз упарываемся в ностальгию, может быть кто-то из вас помнит проект 2008 года World of Goo. Это такая строительная 2D-шная головоломочка с довольно-таки честной физикой. Суть игры была проста, хотя объяснить ее при этом сложновато. Тут скорее показывать надо. В общем, игрок должен строить мосты или еще какие-то конструкции из гу-болов. Хватаешь один такой забавный комок мышкой, тянешь к фундаменту, и он сразу же цепляется с двумя другими комками. Был там еще режим строительства высоких башен с некоторым соревновательным элементом. Короче, приятная мозговая залипалочка. Так вот, уже 2 августа на все актуальные платформы выходит, или, возможно, даже уже вышло, хз, когда ролик выйдет, продолжение под названием World of Goo 2. Картинка теперь выглядит более сочно, на уровнях появилась физически корректная слизь, также стали доступны эксперименты с физикой жидкости, ну и новые виды шариков, естественно, подтянули. Другая любопытная деталь сиквела: новая часть пилилась в том числе и силами фанатов первой. Например, саунд написало более 50 музыкантов-волонтеров, а другие фанаты перевели игру аж на 15 языков, включая русский. В Steam проект не выйдет, но приобрести его можно будет в EGS или на сайте разработчиков. А теперь, котятки, признаемся, кто из вас любит Hollow Knight? Я. Сильно любите? Точно, капитан! А теперь напишите в комментариях, как вам там 5-й год ожидается Silksong. Вот и вот. Для тех, кто официально выписался из ждунов, китайский издатель Substar Games, который выпустил в свое время Metroidvania Star Leaping Story, и разработчики Gami Studio, которых вы можете знать по... Да не можете вы их знать, потому что они еще ничего не выпустили. Короче, эти братья-китайцы предложили своего клона Hollow Knight под названием Deviator. И выходит уже 2 августа в раннем доступе эксклюзивно на ПК. Внешне это Hollow Knight, только более цветастый. По звукам это Hollow Knight. В сложности это и есть Hollow Knight. Но разрабы пишут, что в основе боевой системы лежит парирование. Хотя челы, которые играли в демку, пишут, что щит работает по-дурацки и ставится только перед собой, заряженная с парирования атака копится долго из-за всего 2 зарядов щита, а удары под себя наносить нельзя, только над собой или перед собой. Но демка вроде была урезанная. Ну, из отзыва тестеров, босс в демке какой-то неадекватно сложный и с дальностью атаки чуть ли не по всему экрану. В общем, один из пользователей окрестил Deviator этакой китайской копией iPhone Symbian на борту и выдвигающейся антенкой. Даже не уровня Xiaomi. Тем не менее, продолжение Hollow Knight нам еще ждать хз сколько, а годных подражателей как-то пока не наблюдается. А тут даже поддерживать игру обещают, выпускать новые уровни и всякой по мелочи. Да, Deviator не станет заменой Hollow Knight, но может быть хоть чуть-чуть утолит жажду Dark Souls на Metroidvania, ну, узнаем это уже совсем скоро. Итак, последние 2 года были необычайно щедры на отечественные аналоги популярных франшиз и не только. Мы уже с вами бегали в этаком российском биошоке в лице Atomic Heart. Покринжевали с русского Ведьмака, или смута все же больше Ассасин. Иной раз словами не обойтись. Саблю тоже доставать надо. Насладились самым настоящим славянским мусо в лице Руссы против ящеров. И вот настало время для русского Half-Life 2, или русского Doom, или русского Half-Life 2, плюс Stalker, плюс Brutal Doom, плюс Postal, плюс Call of Duty. Короче, очередной шедевр от Narco Games под названием Владик Брутал выходит уже 9 августа в Стиме. В общем, очень известный в очень узких кругах Нарко выпустил такие знаменитые проекты, как Обосрался, Kama Bullet Heritage, Dubstep Обосрался, а также Valaka Story и, разумеется, истинная жемчужина Souls-лайков Dark Sassy. Если коротко, чувак по имени Владислав Мещеряков просто в Соляново клепает веселые трэш-игры, которые высмеивают различные клише в игровой индустрии, ну и попутно высмеивают всякую дичь из жизни нашей реальной. В его новом творении самый обычный провинциальный чувак по имени Владик просто пытается выжить в вымышленном городе из такой вымышленной тоталитарной страны, правит который персонаж, который является одновременно собирательным образом разных диктаторов и наоборот выглядит настолько абсурдно. В общем, все как мы любим. Кстати, новый проект будет иметь в ценнике аж на 1.0 больше, чем все остальные проекты, то есть стоить будет около 400 вечно деревянных. Дорого, как говорится, но будем надеяться, что оно того достойно. Главная фича игры — это старое доброе ультранасилие от первого лица в духе Doom или Fear или Кваки. Стрелять придется и по мутантам, и по местным полицаям, и по громадным мутировавшим боссам, по невидимым точно не кровососам в подземных лабораториях. Мяса, судя по трейлеру, будет много. Локации атмосферные, депрессивно-серые, как в родном Мухосранске, но фирменный юморок, конечно, тоже останется. Шмалять можно будет аж из 12 видов оружия на любой вкус и цвет, но и головолом очки на локациях разраб тоже обещает. Короче, такое мы ждем. Лютейшая сатира, куча насилия, цена в 2 шаурмы. Вот это и есть наш геймдев, а не смута эти всякие парашные.
Надо признать, несмотря на то, что китайские игроделы местами максимально люто охреневают и занимаются тупо плохим копированием всего и вся, и это касается не только игр, иногда они могут родить что-то самобытное, которое тоже, разумеется, корнями идет к другому проекту, но это окей. По крайней мере, сеттинг, основной core loop геймплей, плюс-минус самобытного этого проекта. 20 августа от неизвестной китайской конторы Game Science на все актуальные платформы выходит Black Myth Wukong. Проект находится в разработке, кстати, ровно 4 года, анонсирован он был 20 августа 2020 года. Чтобы вы понимали, насколько у нас тут серьезный проект, Центральное телевидение Китая дало добро на использование музыкальной темы из телесериала «Путешествие на Запад» 1986 года. Это важно, потому что «Путешествие на Запад» является классическим китайским произведением, которое знает каждый настоящий гражданин Поднебесной. Ну, примерно как для нас Евгений Онегин. И сериал 80-х считается любимой экранизацией романа. А роман же рассказывал о путешествии монаха Сюань-Цзаня по шелковому пути в Индию за буддийскими сутрами, то есть священными текстами, но главным героем произведения является его спутник, царь-обезьяна Сунь-Укун. В путешествии он защищает монаха и его других спутников от оборотней, всяких демонов на протяжении сотни глав. Так что Сунь-Укун — это матерый воин, который обладает волшебным посохом и может превратиться аж в 72 различные живые твари. Ну а если и это ему не помогает в бою, на помощь приходят всякие добрые духи, назовем это так. Всех приветствую. Попробую вызвать дух Сталина. Вы где? Игра является полноценной адаптацией этого путешествия, и играть мы будем именно за этого царя обезьян. Как в романе он владеет волшебным посохом, как и в романе он может менять свою форму, к примеру, стать летающим насекомым или гротескно огромным чудовищем. По геймплею многие причисляют игру к Souls-лайкам, хотя я бы это назвал скорее таким уже подзабытым жанром, как слэшер, типа Devil May Cry или классический God of War. Не, серьезно, персонажа здесь всего одно оружие, но зато пользоваться он и может сотни различных способов. Тут тебе и изучение стоек, как в Секиро, и лимитированные уклонения из Байонетта. Накопив шкалу идеальных уворотов, можно будет влупить по противнику неплохую серию. От соусов тут, наверное, разве что система костров и хилок, хотя за те же механики в свое время и Darksiders 3 объявили соус-лайком, может так и есть, неважно. На локациях-лабиринтах можно найти броню, сам царь обезьян может и магией пользоваться, и, как я уже говорил, необычные формы принимать. Естественно, став волком, атаки тоже будешь наносить волчьи, поэтому разнообразие оружия тут особо-то и не требуется. По ходу путешествия можно будет подбирать и выполнять квесты у дружественных неписей, будут и всякие тайные тропинки, ведущие к луту или опциональным боссам. Кстати, боссы тут умирают раз и навсегда, а вот враги после смерти игрока восстанут. В случае смерти игрок потеряет накопленный опыт, который нужен ему для открытия новых навыков. Да, прямо как в Elden Ring, мы маленькие любители Bloodborne карт. По отзывам журналистов, в игре интересные схватки с боссами, в целом крутая боевка, но как-то уж слишком много детализации даже на самых маловажных объектах. Насколько это скажется на производительности, пока хрен его знает, но горе-тестеры каким-то образом из-за детализации умудрялись теряться на локации и упираться в невидимые стены. Такую претензию, если честно, слышу первый раз. Игрушку мы однозначно ждем, и в целом интересно, насколько игровые адаптации книг работают лучше, чем адаптации этих самых книг через фильмы или сериалы. Забавно, конечно. Тем не менее, предлагаю вернуться еще разок в далекую-далекую галактику. Но в этот раз между событиями 5 и 6 эпизодов, то есть в самый разгар войны повстанцев с Империей. 30 августа на все актуальные платформы выходит экшен-адвенчура Star Wars Outlaws. Делает игру не кто-нибудь, а Ubisoft Massive, которые уже радовали нас двумя частями The Division из серии Tom Clancy's и недавний аватар Frontiers of Pandora. Разрабы предоставляют открытый мир на территории Внешнего Кольца. Ну, это там, где беззаконие, хаос, почти нет имперцев. Короче, жизнь за МКАДом глазами москвичей. В общем, есть несколько основных планет, между которыми надо будет прям летать. Каждая планета содержит в себе фракции, с которыми надо будет качать репутацию, что будет открывать новое оружие и оборудование. Путешествия будут, кстати, бесшовные. Сел на корабль, взлетел, помчал с одной планетки на другую, плюс будут, конечно, сражения в космосе. По земле же можно будет кататься на лэндспидерах, осуждаю, так как локации будут, ну, прям большие. Ubisoft же. Главная героиня может по стелсу проникать на нужные локации, а может и достать бластер и устроить дикий запад. Экшон обещает быть сочным. Не уровня Джанго Фетта, конечно, но пощупать тоже будет чего. К примеру, бластер в игре имеет несколько модулей, этакий швейцарский нож. Можно и импульсом щит противнику пробить, и по старинке кого-нибудь в решето превратить. Боезапас по классике ЗВ бесконечный, но пушка может перегреться. Зато можно призвать на помощь псину по кличке Никс.
Как и любая псина из игр последних лет 10, этот может и врагу яичишки отгрызть, и тебе оружие подогнать. Правда, вражеские пушки все же с боезапасом. В головоломках, судя по трейлеру, он тоже задействован. Помимо этого, у персонажа в инструментарии будут крюк-кошка, бинокль, отмычка, прокачивать навыки можно, прокачивать лэндспидер, осуждаю, можно, прокачивать корабль тоже можно, а вот чего в игре нельзя, так это открывать вышки. И слава богу. Ну а еще не то чтобы нельзя, но скорее нежелательно лезть на имперских штурмовиков и всякие важные объекты, храняемые, потому что так-то в игре и уровень розыска предусмотрен, как в серии GTA. Но героиня у нас же Outlaw, поэтому такими вещами придется постоянно рисковать. И да, важный момент, игра без световых шашек. Чуть не понял, ты чё, блядь? Прикалываешься, что ли, чё, блядь? И это огромный плюс, так как кто бы что ни говорил, но ЗВ это не только про тупые махания светящимися палками. Главная героиня Кей Вес, воровка из города Кантабайт. Это тот, который был в 8-м эпизоде фильмов, у них там еще казино и скачки были. В общем, такое злачное место. Правда, Кей росла не в роскоши, а в рабочем районе, где и начала воровать. Ну и, в общем, главная цель игры — срубить куш, не помереть, спасать галактику не требуется, тебе все равно за это не заплатят. В общем, основной замут игры — довольно типичная дрочильная Ubisoft в сеттинге Звездных войн про таких простых авантюристов. Летаешь себе, стреляешь, захватываешь ванпосты, наслаждаешься пейзажами верхом на футуристичном мотике, чешешь ксенопюселя. Что еще надо для счастья? Не знаю, как вы, я скорее всего прикуплю. Разрабы Division умеют делать местами прям хорошие штуки. Ну, про новый аддон для World of Warcraft The War Within на канале вышло уже аж на целых 3 ролика про вылазки, про локации, про новые фичи, да и про сюжет уже в других роликах тоже частично поговорили. Советую посмотреть, если еще не видели. Но, так как аддон тоже выходит в августе, выходит 26 августа для простых смертных и 22 для владельцев Epic Edition, пройдемся, так сказать, по основным нововведениям. Максимальный уровень персонажа повышается до 80-го. Теперь ты снова можешь стать эльфом 80 уровня. Да. Прокачка до 70-го, разумеется, ускорится. Появился новый вид контента под названием вылазки. Чё-то типа отдельных экспедиций и фронтов, пробежать их можно одному или с кем-то. Отдельный ролик про эту систему есть на канале. Также появится система отрядов, точнее, уже появилась. Теперь можно выбрать до 4 основных персонажей и разместить их на главном экране у костра, но в любом случае все персонажи учетной записи имеют общие достижения, общие очки репутации, снято ограничение по сбору трансмогрификации, плюс появится специальный банк для вашей варбанды. На 71 уровне открываются героические таланты, что-то вроде кастомизируемой ульты для вашего персонажа. Гильдии теперь будут кросс-серверные, плюс они уже давно кросс-фракционные. В Великом Хранилище вместо вкладки PvP появится вкладка Мир, предлагающая награды за активности в Open World, а также система динамического полета уже расшарена на весь транспорт, хотя старую не выпилили, а даже улучшили, возвращаешься к ней просто по кнопке. Ну и вводится новая союзная раса земельников, доступная для обеих фракций. Доступны им все классы, кроме друида, пробудителя и демонхантера. Еще появится новое поле боя формата 10 на 10, режим арахнофобии, заменяющий пауков на крабов и так далее. Другой приятной плюхой является историческая сложность в рейдах, чисто для тех, кто хочет посмотреть сюжет без больших наград. Новый, конечно же, мощный рейд, пачка данжей, новые локации, ну и самое главное, старт финальной сюжетной саги. Буквально та самая история, с которой все началось, из-за которой Саргерас вообще создал Пылающий Легион, из-за которой творились все события, из-за которой Азерот регулярно доставалось от всяких супостатов, все это подходит к концу. И The War Within — это только первое из 3 дополнений саги о душе. И внутренняя война, о которой идет речь в названии, это и война в том числе за душу Азерот, на которую покушаются все, кто только можно, но это еще и внутренняя война, которая происходит в сердцах наших героев. В общем, выходит уже 22 и 26 августа, так что в это мы играем, это мы ждем. А на сегодня все, котовчане. Надеюсь, оставили себе расписание на интересные релизы. Жду в комментариях ответы, во что будем играть, что называется. Да, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я периодически пишу свои мысли прям по всяким свежим игровым, не только инфоповодам. Да, огромное спасибо за просмотр. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово на Бусти или Патреоне. Безумно ценю от души душевной в душу. До скорых встреч. Пока.